Приехал в такое интересное место в Завидово. А вот это глэмпинг. Есть кемпинг, а есть глэмпинг. И вот посмотрите, вот такие вот домики стоят. И посередине этих домиков находится озеро. Очень круто и очень классно. Вы знаете, в городе Норильске почему-то такого места нету, где можно было бы вот так вот приехать на природу комфортно и с комфортом отдыхать. Раньше был профилакторий Валек, но это еще было в советское время, да. Вот я рассказывал в прошлом видео про этот профилакторий. Если вам интересно, посмотрите предыдущее видео. И я брал путевки профилакторий Валек. Угу. Ну и там было здорово и круто. Сейчас, конечно, в городе Норильске такого нету. Хотя места очень красивые, очень классные. Чего стоит одно озеро Лама, и плато Путараны. Вообще плато Путараны — это заповедник. Я смотрел фотографии в интернете. Просто потрясающие места. Просто классные и здоровские. Конечно, хотелось бы до нашего отъезда с города Норильска туда съездить. Ну, посмотрим. Может быть, в следующем году соберусь, найму кого-то и съезжу. Ну, как так? Всю жизнь прожил на Крайнем Севере и ни разу не был. Мужики, допустим, охотники, рыбаки, они это все видели. Они видели эти места, они были там. Смотрите, классно, да? Вообще здорово. Они все видели это, знают, они наслаждались этим всем. Ну, а я как-то мимо этого прошел мимо. Ну, может быть, все-таки на озере Лама что-то сделают. Я слышал, что там что-то делают. И, может быть, будут давать путевки туда по разумной цене. Ну, было бы вообще классно. Было бы классно и здорово. Вон там вот дальше у нас, смотрите, детская площадка. Вон там вот домик стоит. Это, по всей видимости, какой-то центр всех действий в этом месте. А вон там вот далеко-далеко стоит самолет. Вы знаете, туда привозят подростков и организовывают всякие интересные спортивные мероприятия. Я слышал, даже возродили такое, как правильно сказать, мероприятие, шоу, как «Зорница». Это очень интересная тема была когда-то в Советском Союзе. Если вы участвовали, знаете, помните, напишите про это в комментариях. Мне будет очень интересно послушать, потому что я, допустим, этого всего не застал. Я, конечно, застал немножко Советский Союз, буквально-таки чуть-чуть совсем. И то, наверное, уже развал Советского Союза. А есть люди, которые меня смотрят, подписчики мои, которые застали это все, видели и участвовали в этом, во всем. Да, здесь классно. Я надеюсь, может быть, когда-нибудь в городе Норильске будет так же круто и красиво. Приехал в деревню, которая называется Шоша. Интересное название вообще. И вы знаете, сама по себе деревня интересная. Здесь в большинстве случаев везде новые дома. Прям новые дома. Но есть, конечно, и дома старые. Например, как вот этот вот дом. А в городе Норильске нет такого. Вообще в городе Норильске деревень так каковых нету.
Вот. Ну, это, наверное, связано с тем, что холодно очень. И люди собирались в одном месте и организовывали такие большие поселения, да. И потом эти поселения превращались в какие-то города. Ну, такие как, допустим, например, там Норильск, там Талнах, Аганер, Каиркан. Вот. Вон там, смотрите, дом какой интересный, да? Прям такой большой-большой. Но видно не новый уже. И на заборе знак висит «Злая собака». Вот так вот. Мне просто интересно, знаете что? Чем вот эти люди занимаются? Какой у них род деятельности? Угу. Но так как у всех машины здесь, я так думаю, они куда-то ездят на работу. Угу. То есть где-то предприятие какое-то, да? Вот. Это, наверное, в Конаково. Но это такой ближайший большой город, районный. Вот. Они туда ездят и там работают. А живут здесь. В принципе, до Конакова отсюда 20 минут езды. Но недалеко относительно. Вон, смотрите, рябина. Слушайте, в этой местности так много рябины растет и сосен. А вот ели. О, слушайте, первый раз ели вижу здесь. Ни разу не видел. Да, классно. Ну, мы с вами потихонечку выходим на дорогу. Вот. И путь дальше держим по этой дороге. Это однозначно. Вон там, вот, смотрите, какие-то бетонные блоки лежат. Ну, видно, старые. Возможно, это был старый фундамент. Улица называется Зеленая. Ну и все. Вот мы прошли всю деревню Шоша буквально за 10 минут. А вот это была, я так понимаю, водонапорная башня. Но она уже заброшена. Пойдемте потихонечку. А Озон поехал. Вот, приехал куда хотел. Да, интересная локация, я вам скажу так. И вот смотрите, какой здоровый забор. И вот здесь вот тоже здоровый забор. Вы знаете, мне просто интересно, зачем вот построили вот именно такой забор. Вот видите какой, он вообще громадный. Ну, он высотою, наверное, метра 3, наверное. А может и больше. А может и 4. Вы знаете, в городе Норильске подобные сооружения были когда-то. Вот. Эти сооружения служили для того, чтобы не заметало дорогу. Да. Дорог очень много в городе Норильске, особенно дороги, которые между городами. Вот. И чтобы эти дороги не заметало, в Советском Союзе придумали такую тему, как вот такие вот заграждения. И вы знаете, эти заграждения вот помогали. Вот, реально помогали. Ну, а потом это, естественно, все было похерено. Но это уже постсоветское время. Это в 90-е. Вот, смотрите, какое дерево интересное, да? Я такое дерево не видел. Что это вообще такое? Давайте поближе подъедем. Вон, смотрите. Да, интересно. Интересное дерево такое. Так, ну ладно, пойдемте дальше. Вы знаете, здесь где-то ворота какие-то есть. Вот, и я когда в прошлый раз
был здесь, вот в этом месте, вот, то ворота были открыты. И там, в этих воротах, виднелись бревна, ну, срубы. Вот. И на то время мне показались те срубы вообще просто громадные. Но я не знаю, может быть, меня переглючило, конечно. Вот. Но тогда я, конечно, офигел от этого всего. А может быть, здесь просто какая-то заповедная зона, да? Заповедный парк. И поэтому он огражден. Может быть. Черт его знает.